Привет из Таиланда! Я приехала на Пхукет и остановилась в районе Патонг. Включите любое видео на ютубе об этом месте, и в большинстве роликов вы увидите какую-то грязь, сомнительные развлечения и бесконечные тусовки. Но не все знают, что у Патонга есть и другая сторона. Это самый развитый район на Пхукете с отличной туристической инфраструктурой. И красивый отдых в Таиланде здесь тоже возможен. Сейчас я вам это покажу. Патонг – самый популярный район на Пхукете. Он находится примерно в 40 километрах от аэропорта. Патонг часто называют лучшим местом для молодежного отдыха в Таиланде. Именно здесь находятся популярные клубы, кабаре и бары Go-Go. А еще это самый развитый район Пхукета с точки зрения туристической инфраструктуры. Здесь огромный выбор отелей на любой бюджет. От скромных хостелов в глубине района до роскошных пятизвездочных резортов. Я остановилась в отеле Амари Пхукет. Он находится в 2 минутах ходьбы от южной части пляжа Патонг-Бич. Я выбрала его не только за инфраструктуру и сервис, но и за обособленное расположение. Амари Пхукет – это огромный резорт, который занимает целый склон на высокой горе. Тут есть 3 бассейна с красивым видом на море и огромным числом шезлонгов. Зоны отдыха хорошо продуманы. На территории полно прогулочных зон. Даже не верится, что шумный Патонг находится в пешей доступности. Тут очень спокойная атмосфера, в которой можно наслаждаться пением птиц и шумом моря. Территория отеля Амари Пхукет такая гигантская, что туристов даже возят по ней на машинках. Один звонок на ресепшн, и за вами тут же приедут. Машинки курсируют по территории и просто так, чтобы можно было подсесть в любой момент. В глубине резорта находится зона для занятий спортом. Теннис, футбол, баскетбол, бадминтон. Оборудование можно взять на прокат. В отеле есть современный тренажерный зал, хороший спа-комплекс и ежедневные групповые занятия по расписанию. В детском клубе много игрушек и развивающих игр. Ежедневно проводятся самые разные активности. Резорт Амари Пхукет находится на горе, поэтому почти отовсюду с его территории можно любоваться морем. В отеле 380 номеров, каждый из которых имеет прямой или боковой вид на море. Каждую неделю на моем канале выходит новое видео. Я снимаю их для того, чтобы помочь вам спланировать идеальный отпуск. Если вы поддержите мой труд лайком, я буду вам очень благодарна. А если вы впервые на моем канале, то загляните в раздел видеозаписей. Там вы найдете множество полезных роликов об отдыхе в Таиланде, Эмиратах, Турции, Египте и других странах. Подписывайтесь, я уверена, что вы не пожалеете. У меня номер категории One Bedroom Suite Ocean Coral Lounge. Давайте его посмотрим. В номере этой категории есть полноценная, хорошо оборудованная кухня. Тут есть плита, духовой шкаф, тостер, кофеварка, чайник, набор кастрюль и сковородок, набор посуды. Если вы любите готовить, то здесь у вас будет такая возможность. Также тут есть большой холодильник и даже морозилка. В холодильнике набор безалкогольных напитков. Его пополняют один раз при заезде, дальше уже платно. Чай, кофе и воду пополняют ежедневно. Из зоны кухни мы попадаем в гостиную. Тут стоит диванчик, напротив висит современный телевизор
И вот здесь такая обеденная зона. При заселении в номер этой категории есть еще и комплимент в виде здоровых снеков. Из гостиной мы попадаем в спальню. Здесь еще один телевизор и еще один кондиционер. Кровать размера king size, вот такой шкаф, в нем находится бесплатный сейф, есть зонтики, тапочки и халаты. Ванная комната просторная, с хорошей сантехникой и отличным косметическим набором. А вот почему в названии этого номера есть слово Ocean. Посмотрите, какой роскошный вид на Андаманское море открывается из окон спальни и гостиной. Патонг – это главный туристический центр Пхукета, и славится он не только ночной жизнью, но и полезной инфраструктурой. Например, именно здесь находятся лучшие торговые центры на Пхукете. Это Central Phuket и Junk Ceylon. Они расположены прямо друг напротив друга, и очень удобно посетить сразу два. В них есть брендовые магазины, можно купить одежду, обувь, косметику, технику. Там же расположены большие гипермаркеты. Это очень удобное место для туристов. На Патонге есть шопинг на любой бюджет. Помимо торговых центров, здесь полно сувенирных лавок, в которых продают не только сувениры, но и самую разную одежду, которая стоит очень дешево. Еще тут популярные ночные рынки, на которых тоже можно хорошо закупиться. Также Патонг хорош тем, что тут полно ресторанов и кафешек на любой бюджет. Есть ночные рынки, тайские макашницы, хорошие рестораны, современные кафешки, сетевой фастфуд. Все, что нужно, вы здесь найдете. Еще на Патонге полно развлечений, не обязательно ночных. Например, здесь на каждом шагу предлагают экскурсии. Повсюду стоят тук-туки, которые предлагают уехать в любой район острова. Также здесь можно взять лодочку и уплыть на ней на другой пляж. Очень часто на Патонге предлагают, например, путешествия на пляж Свободы или на Корон. Для любителей активного отдыха всегда есть водный спорт. Тут повсюду предлагают покататься на скутерах, полетать на парашюте и так далее. На Патонге повсюду предлагают массаж. Если вы решите заказать массаж на берегу моря, это будет стоить 500 бат. Если отойдете через дорогу или чуть дальше, то увидите еще много-много массажных салонов. Там предлагают точно такой же массаж за 300 бат. Достопримечательностей на Патонге нет. Единственное, что тут хотят посмотреть все туристы, это улица Бангла-Роуд. Знаменитая улица, на которой расположены лучшие бары на Пхукете. Днем туда идти не стоит, потому что там очень тихо, а вот к вечеру все начинает оживать, и если вы любите ночную жизнь, если любите ходить по барам, то обязательно посетите Бангла-Роуд. Вообще на Пхукете нетрудно найти какие-то развлечения вечером, они даже сами вас найдут, просто выходите из отеля, идите вдоль пляжа, сверните на любую улицу, вы точно увидите бары, в которых сидят люди. Также именно Патонг славится различными кабаре, шоу трансвеститов и так далее. Тут же находятся лучшие клубы. Если вы едете в Таиланд в первую очередь тусовать и вас интересует ночная жизнь, то вам однозначно сюда. А если вы хотите хотя бы иногда спать и не готовы тусить ночи напролет, то лучше не селитесь в центре Патонга, выбирайте места где-то с краю. Может быть, вы хотите скомбинировать отдых, иногда выходить тусоваться, или едете ради туристической инфраструктуры, которая очень хорошо развита на Патонге. Тогда просто поселитесь с краю этого района, как, например, это сделала я, потому что ночная жизнь меня совсем не интересует. И вот тут я очень хорошо высыпаюсь, но при этом все развлечения у меня в шаговой доступности. Где поесть на Патонге? Первым делом покажу вам завтрак в отеле Амари Пхукет. Он оказался очень разнообразным. Выбор блюд на шведском столе действительно большой. Я даже не смогла их сосчитать. Горячая еда не повторяется изо дня в день.
В ресторане готовят блюда европейской, тайской, индийской и китайской кухни. Тут можно позавтракать очень сытно. Ресторан просторный, поэтому очередей за едой нет. Все блюда пополняют своевременно. Для меня приятным бонусом оказалось наличие красной рыбы и европейских сыров. Также здесь хороший выбор колбасы, ветчины, холодных закусок и овощей. Тут можно собирать вкусные и разнообразные салаты. Для любителей сладких завтраков есть семечки и орехи, цукаты и сухофрукты, а также хороший выбор йогуртов, хлопья и самая разная выпечка. На шведском столе в отеле Амари Пхукет много фруктов. Есть соковыжималка, чтобы готовить фреши. Также из напитков предлагают соки, смузи, молоко, хороший чай и кофе в кофемашинах. На мой взгляд, готовят здесь вкусно. Для тех, кто остановился в номере категории Coral Lounge, работает дополнительный панорамный ресторан. Тут тоже можно завтракать, а также пить безалкогольные напитки с печеньем в течение всего дня. Патонг хорош тем, что тут просто огромный выбор ресторанов и кафе, в которых легко найти то, что понравится именно вам. Я больше всего люблю русскую кухню. И, конечно, я легко нашла подходящее заведение. Мне понравился ресторанчик «Лакомка», который находится напротив центральной части пляжа Патонг-Бич в 2 шагах от моря. Тут обширное меню, в котором есть все мои любимые блюда. Готовят здесь повара из России, поэтому еда по-домашнему вкусная. Я осталась очень довольна. Попробовать тайский стритфуд можно на ночных рынках. На Патонге есть 3 самых популярных найт-маркета. В описании под видео я оставлю для вас их названия. Я была на популярном вечернем рынке Малин Плаза. Еда тут не для каждого, а вот покупку фруктов я могу рекомендовать. На Патонге огромное число баров. Самутр-бар, расположенный в отеле Амари, считается одним из лучших видовых баров на Пхукете. Сюда приезжают не только ради напитков, но и за красивыми фотографиями. Это место можно посещать всем. Для этого не обязательно жить в отеле Амари. На Патонге есть и видовые рестораны. Здесь можно ужинать с видом на закат. Мне понравился итальянский ресторан «Ла Грита». В нем хороший выбор блюд. На мой взгляд, тут отличная кухня. Мне понравилось сидеть на открытой террасе прямо над водой. Такой ресторан подходит для романтического ужина на Пхукете. Патонг – это самый популярный пляж на Пхукете, а еще он считается самым оживленным. В разгар туристического сезона здесь всегда очень много людей. Сейчас начало мая, я нахожусь в южной части Патонга и вижу, что туристов здесь не очень много, хотя сезон дождей еще не начался, но на пляже достаточно свободно. А вот в разгар дня в центральной части Патонга было действительно очень много людей, но не сказать, что не протолкнуться. Пляж Патонг – это еще и самый развитый с точки зрения туристической инфраструктуры пляж. Здесь на каждом шагу вы можете взять на прокат лежаки и зонтики. Здесь полно центров водного спорта и массажных салонов.
Вдоль всего пляжа тянется прогулочная зона, а напротив нее расположены многочисленные рестораны, кафешки и есть супермаркеты. Патонг – это типичный городской пляж. Здесь оживленно и немножечко шумно от дороги. Если вам хочется уединения, то, например, вот в отеле Амари, где я остановилась, есть супер уединенный пляж. Там всегда тишина. Патонг считается одним из самых грязных пляжей на Пхукете. Здесь достаточно мутная вода. Если вы хотите искупаться в кристально чистой воде и сделать красивые фотографии на фоне такого райского Таиланда, то вам, конечно же, не сюда, вам нужно ехать на какие-нибудь острова. Например, съездить с экскурсией на Семиланы. На Семиланах можно поплавать с черепашками и отдохнуть на белоснежных пляжах. Экскурсии туда ездят из любой части Пхукета. Сейчас здесь появится ссылочка на мой ролик о Семиланах. Обязательно посмотрите, это очень красивое место, в котором точно стоит побывать, если вы приехали на Пхукет. Протяженность пляжа Патонг-Бич 4 километра. Песок здесь достаточно мелкий и светлый, заход в море плавный. Напитки и закуски можно купить на прогулочной улице. Я предпочитала проводить время на частном пляже отеля Амари Пхукет. Вода здесь чище, чем на пляже Патонг, хотя он находится всего в паре минут ходьбы. Правда, во время отливов тут обнажаются камни, поэтому купаться здесь можно не всегда. Выручает бассейн с видом на море. Как только я собралась поехать на Патонг, то каждый, кто меня знает, сказал, что мне здесь не понравится. Тусовки я не люблю, ложусь спать в 11 вечера, что мне делать на Патонге? Но на самом деле мне этот район даже понравился, потому что он оказался очень развитым. Захотела на шопинг – пошла, захотела в ресторан – легко нашла подходящее место. Главный залог успеха – это выбрать отель под себя. Я не люблю тусовки, поэтому я оказалась в таком уединенном, спокойном месте и отдохнула очень хорошо. Если бы я их любила, я бы поселилась в центре Патонга. Этим и хороший этот район. Тут каждый турист найдет то, что он ищет. Если вы уже бывали на Патонге, поделитесь в комментариях своими впечатлениями. Как вам здесь отдыхалось? Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Таиланда и не только.